Он герой, я считаю. От него все беды здесь пошли. Прочитать лекцию о независимости Украины с 91 года и о президенте Зеленском. Зеленскому? Я очень его уважаю. Нет, я пошел. Он есть президент и есть. Ну, раньше он был комиком. Зеленский с этим, с американским президентом, они там что-то... Почему он такой стал жестокий, не знаю. Дай паспорт. Слуга народа. Как вы относитесь к Владимиру Зеленскому? Я плохо по-русски понимаю. Нормальный мужик, решительный. Поддерживаете? Ну, отчасти да. В каком плане да. Во всем угодить нельзя людям. А вы Арнольда Шварценеггера знаете, слышали про него? Да. Без комментариев. А я его не знаю. Зеленский хороший юморист, ну так, как, по чуть-чуть. Да и все. А как руководитель никто. Как вы относитесь к Владимиру Зеленскому? Что о нем думаете? Не хочу комментировать, не могу извинить. Ничего. Я политичен достаточно. Вообще? Да. Не пора ли уже интересоваться будущим? Нет. Мы не можем. Плохо думаю о нем, Почему? потому что он нехороший человек. Ну, актер он и есть актер. А как вы считаете, актер не может быть президентом или может? Он нет. Я не знаю, кто это такой. Ну, не очень хорошо. Не знаю, мне все равно. Нет, потому что он больше шутит шутки, чем занимается политическими делами. Я к нему отношусь отрицательно. И дальше что было? Почему относитесь отрицательно вообще? Потому что я считаю, что он врун во всем. Еще и о политике тем более. Нет, я пошел. Не очень хорошо отношусь. Почему? Ну, а что мне к нему хорошо относиться? Как относитесь к Владимиру Зеленскому и что о нем думаете? Ну, я считаю, во-первых, что он артист. Как артист он нормальный. И как политик, я не знаю, на мой взгляд, ведет себя достаточно адекватно. Я лично не то, что у меня нет никого в роду, так сказать, украинцев. Но, честно сказать, я ни за военные действия никогда не был. Я за мирные отношения, за мирное урегулирование, чтобы были нормальные отношения с народом. А теперь я думаю, что их уже никогда не будет. Пидор. Зеленскому? Да вообще никак. Как это никак? Очень плохо. Почему плохо? Не могу бы это комментировать, ну, мне не нравится, как он себя ведет. Шутил бы дальше, как и раньше это было. Было бы лучше. А вы считаете, что актер и юморист не может быть президентом? Или только, может, драматург какой-нибудь может? Знаете, я в этом сильно не разбираюсь, но в любом случае это не его должность. Отрицательно. Почему? Вам прочитать лекцию о независимости Украины с 91 года и о президенте Зеленском, или вы сами знаете? Ну, коротко вы можете сказать свою позицию. Почему плохо? При президенте Зеленском Украина окончательно потеряла свой суверенитет и превратилась в коленское государство. Об этом говорят. Мне в интервью говорили, поскольку я ваш коллега и кинорежиссер, президент Ющенко, бывший премьер-министр Еханоров, бывший генпрокурор Деркач и прочие украинские вип-персоны. Они к нему относятся еще хуже, чем мы, поверьте. Глупо было бы относиться к Зеленскому лучше, чем украинский истеблишмент. Ну, отрицательно. Почему? Да потому что от него все беды здесь пошли. Неумный человек и все тут. Какие беды здесь пошли от него? Война-то у нас идет. Наши дети гибнут, наши внуки гибнут. Кто войну начал? А как кто войну начал? Так почему она началась-то, вы же знаете? Ну, что мне объяснять? Ну, как почему? Потому что наши начали заступаться за ЛНР, ДНР. И те попросили помощи и помогли. Как относитесь к Владимиру Зеленскому? Положительно. Он герой, я считаю. В таких тяжелых условиях, в которых оказалась его страна, он проявил себя героически. Ну, не очень хорошо. Почему? Ну, потому что я считаю, что он неправильную политику ведет в отношении не только России, но и вообще всего мира. Правильная политика – это какая? Но правильная политика – это когда можно договориться на словах, а не какими-то военными действиями. Это какая партия? А, это же Украина, да? Угу. Ой, честное слово, я не знаю. Я знаю, что он в КВН выступал.
Я как-то раз видео смотрел, он когда армию строил, ну, когда перед войной. Потом я не знаю, что он наговорил. Как вы считаете, кто ее начал? Ну, на самом деле, Зеленский с этим, с американским президентом, они там что-то пошептались, что тот спотыкается уже, когда на самолет заползает по лестнице. Что Зеленский, как говорится, КВНчик, он постоянно на хихаха живет. Оба виноваты. Как всегда, это наш отличный человек. Я очень его уважаю. И это даже вообще никак не обсуждается. Во-первых, я считаю, что у нас должно быть первый наш президент Навальный, который должен дружить с Зеленским. Вот. А наша первая леди, это, естественно, кто? Это, естественно, наша, да, Юля, а кто же другой? Навальный наш президент. Значит, автоматически я думаю, что если бы Навальный был президентом, войны бы не было. А как вы считаете, могут ли россияне освободить Алексея, или он будет все-таки сидеть до тех пор, пока власть та, которая есть? Нужно менять психологию русского человека. Нужна интеллигенция. А интеллигенция практически полностью срыта. А если вся интеллигенция эмигрировала, если все умы уехали, кто будет поднимать Россию здесь? Как это ни печально звучит, на сегодняшний момент у России нет будущего. Это как это ни печально, но это так. Ой, когда он был афист, очень хорошо. Он снимался и в России, и в Украине, и многие даже актеры, с которыми я просто служу в театре, да, с которым он работал. И мне все говорят, он был адекватный, нормальный. Но сейчас я его не понимаю, честно вам скажу, как человек, не понимаю. Почему он такой стал жестокий, неадекватный, не знаю почему. Мне его жалко, честно вам скажу, чисто по-человечески, мне его жалко. Я думаю, он сам захотел. Или себя прославить, или себя, чтобы его знали, благотворили, не знаю. Я работаю в театре «Современник», да, и все говорят, я говорю, ну вы скажите, но он в фильмах снимался, вы, наверное, знаете тоже. Верите всему тому, что говорят по телевизору? Вот у меня сын старший, ему 32 года будет. Он против, мы с ним даже ругаемся. Он говорит, вот когда, я не знаю, можно это говорить, это, не знаю, можно, когда вот в сетях появилось, когда они человека на кресте сбивают и потом сжигают. Я говорю, ты чё, тварь, ты конченая. Я на сына это сказал, да, честно вам скажу. Все, что по телевизору говорят, это правда или все-таки какая-то вы знаете, вы СМИ, знаете, мы все черпаем из интернета. Я не знаю, может быть 50 на 50, я бы сказал так. Потому что у него свое мнение, у старшего сына. Он говорит, я говорю, ты откуда это черпаешь? Говорит, с интернета. Я говорю, Стас, я тоже с интернета это читаю. ТикТок, вот это вот. Вам прям сюда говорить? Сейчас. Вот, дай паспорт. Паспорт? Да. Паспорт-то зачем? На секунду, вот просто я вам... Зачем? Смотрите. Я положительно к нему отношусь. У вас вопросы по поводу его управления или что? Да, вопросы по поводу правления. Ну, я хочу сказать, что у людей не было выхода другого, нежели избрать его. То есть, как бы, все уже такие кандидаты были, которые воровитые, вот, и от безвыходности они приняли, вот, Владимира Зеленского, могу так сказать. И все, что он делает, он, по сути, тут, знаете, две палки конца, вот. Он молодец, что отстаивает свое государство, как бы он до сих пор не сдал свои позиции. Вот. Но, с другой стороны, страдают мирные жители, да, и в конце концов мои родственники и друзья. Вот это обидно, и хочется, конечно же, мира. Зеленский не очень. Почему? Не знаю, он всех россиян. Что он сделал россиянам? Комик, он есть комик.
Да. Разве комик не может быть президентом, только драматический актер? Управлять миром. Комик не может управлять миром. Комик лишь для того, чтобы управляет рассмешить миром? людей. А президентам не нужно, чтобы он нас рассмешил. Президент нужен для того, чтобы Вы ухаживал и считаете, уважал свою президентом страну. может быть только драматический Только актер? уважаемый политический человек, который Петя, понимает Петя, действительно, Петя? что такое политика, что такое мир. А не тот комик. Я сейчас вот комик тоже буду шутить, потом бах, я стану президентом. И все. Вы считаете, что вы неуважаемый человек, если Я? вы будете шутить? Не настолько уважаемый, чтобы управлять всем миром, поверьте мне. Нормально? Ну да. Почему? Ну, ко мне он никак не относится. Ну, он есть президент и есть. Ну, раньше он был комиком. Забавно было смотреть его программу, где он снимался. Как вы считаете, любой человек может стать президентом своей страны, независимо от его профессии? Ну, если человек правда этого хочет, он сможет этого добиться. Он будет все делать для этого. Может, даже свою жизнь посвятит этому. Я не знаю. Хорошо, плохо, никак. Почему? Чё, Наташа? Хорошо, не знаю. Я вообще не знаю, что происходит. Почему? Не пора ли интересоваться жизнью, будущим своим?